Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Ну, что я могу сказать? Вы увидите это видео перед своей белой полосой. Вот 1000000%. Потому что белая полоса, она, во-первых, обязательная, а во-вторых, бесконечная. Просто вот дай Бог, да, вот притяни ее наконец-то, эту белую полосу. Иногда, да, можно сказать, как же надоела эта черная полоса, может быть серая, и то, знаете, как хотелось бы уже разбавить этот серый цвет, да. Давайте посмотрим, что карты скажут, к чему все ведет, какие-то, может быть, будут подсказки, где не наступить в какую-то лужу неприятностей, да, и когда, как, через что вы выйдете на белую полосу. На бесконечную белую полосу. Вот. Так что не зря вы сейчас на раскладе и нашли это видео. Или видео нашло вас. Так. Думайте о себе, приговорите свое имя. Угу. Посмотрим, что карты сегодня считают с вас, как они вас покажут, что скажут. Вы любите общаться, но общаться сейчас не с кем. Такое впечатление, что вы, когда начинаете общаться, что-то начинаете рассказывать, люди либо вас не понимают, и вам приходится уходить в какую-то луну, да, вот как закрываться, отворачиваться, либо просто у них тоже свои какие-то темы, какие-то интересы, и с вами как будто бы вот на разной волне люди вокруг вас, по птичкам. Вроде бы как собрались поговорить, обсудить, пошутить. Вы в нормальном таком настроении, но люди начинают вгонять вас в какую-то луну. Потому что просто отворачиваются. Либо на связи, там, на телефоне с кем-то, либо совсем другую тему начинают поднимать, либо говорят: ты о чем? Ты вообще о чем? Мы тебя не понимаем. А зачем ты это сейчас? А что тебе так весело? Посмотри, как всем везде плохо. Да, такое может тоже быть. И вам иногда так бывает, да, и если не частенько даже последнее время, потому что тут дьявол выходит, что вам тоже плоховато в последнее время, и хочется, вот вам хочется просто психологически не испортить себе жизнь, да, чтобы нормально жить, чтобы суметь перейти этот серый или черный период, да, своей жизни и выйти на нормальный и реально бесконечный этот белый, да, вот этот белый период. А вот люди, они более такие вот, по птицам, и которые из праздника уводят в луну, но это не проводники, это королева Пентаклей сейчас, это не проводники, это люди, которые, во-первых, сами себе на уме, но еще и недалекие. Они недалекие. Поэтому вам приходится оставаться вот как ива на пруду. Давайте я такой пример. Вот я вижу просто картинку. Пример приведу. Вы все, успокоились, привели себя в порядок, и кому-то позвонили, либо с кем-то договорились, даже с близким каким-то человеком, да, пойти куда-то, не знаю, в магазин большущий погулять, да, либо там в парк куда-то сходить, либо в зоопарк даже животных посмотреть, вот куда-то. Говорю, даже в обычный магазин. Вот, просто походить, погулять. И да, вы хотите разговаривать о каких-то интересных, легких темах.
Но реально этот человек рядом, то на связи с кем-то, то в какой-то дерганой манере, потому что вроде бы как слушает и не слышит, как его даже грузит то, что вы говорите, хотя бы легко, легко. Просто я вижу вас и этого человека рядом, и он как будто дерганый, а вы смотрите, чувствуете, что что-то не так, и вы хотите-то другого, хотите-то попроще, повеселее, чтобы успокоиться и отдохнуть, а не получается. Да, может быть, вы в кафе куда-то сходили, в ресторанчик, может быть, на дачу выехали, посидеть там, шашлычки сделать, может быть, просто на кухне собрались. Что-то не то. И вы затухаете по луне, затухаете, и, конечно же, тоже становитесь на нервах, как будто бы он действует как, вот как подуть на свечу, да, чтобы она затухла. Вот так вот на вас. Вот такое окружение сейчас вас окружает. Вот такие люди. Нет, есть хорошие. Ну, конечно же, есть хорошие. Ну, а как без этого? Четверка кубков, да, есть хорошие люди, которые беспокоятся о вас, которые с кем-то по поводу вас советуются, если что-то не так. Но их очень-очень мало в последнее время. Раньше казалось, что их много. И некоторые из них на расстоянии, далековато. Далековато. Вот они переживают, они там, может быть, вы созваниваетесь, да, переписываетесь, но они далековато. И поэтому общение частого не получается, ну, чтобы оно было. А хотелось бы почаще. Знаете, совет карт здесь вот по сигнификации идет. Просто я вижу, ты права, и держись этого. Не уходи в тень и в луну. Они так и будут тебя преследовать, потому что они потерялись. Из-за проблем своих, чужих, они потерялись немножко, у них другое понимание жизни. А своего человека, своих таких вот, с которыми действительно вам будет комфортно, вы скоро-скоро встретите. Вот серьезно, скоро встретите. У вас будет с кем поговорить, у вас будет как-то вот разнообразить свою жизнь вот по-своему наконец-то. Ну, вы с Марса. Вы с Марса, поэтому вас очень многие и не понимают. Хотя вы очень сильный человек. Вы очень сильный человек, который держит все практически в своих руках. Возможно, детей, дом, не знаю, все остальное даже. Даже вот пожилых дедушку с бабушкой там, или родителей, если вот так, так как расклад общий, перечисляю, да, потому что это в вашей душе, сердце, в голове и в руках. Да, вы держите это все в руках, но вы как плакучая ива, действительно, потому что иногда даже и поплакаться некому. Но люди за вами наблюдают. Вот это вот чужой человек, это вы идете. Вот в этой карте я так вижу больше. Вот. Люди за вами наблюдают. Кто-то завидует, кто-то хочет убрать вас со своей дороги из-за каких-то там понятий, да? А кто-то просто вас вот вроде бы любит или понимать старается, но не понимает. Вот такое. Ну тут дьявол первая карта вышла, поэтому вот такой вот такая информация, давайте скажу, да, пришла. Насыщенная, я скажу, насыщенная информация, потому что я и картину увидела. Я увидела вас. Действительно. И да, вы человек, который в самую трудную минуту все равно выдержит и пройдет. Естественно, этого не хочется, чтобы эти минуты были, эти года, может быть, даже, боже упаси, у каждого, да, там, не дай, вот я говорю, у каждого, не дай бог, кто смотрит сейчас это видео. Но бывает в жизни. Может быть, было и прошло. Вот хотя бы пусть так, да, что было и прошло. Но белая полоса перед вами. Белая полоса перед вами.
Кто-то очень сильно будет завидовать, что вы ее нашли и вышли на нее. Ну, опять же, покажу эту карту. Видите, вы как будто идете по этой светлой дороге, а кто-то вот из-под тишка пытается вот рассмотреть, как у вас это получилось, почему вы настолько востребованный человек, как же так у вас такие рядом хорошие люди оказались, а от него, от этого человека все ушли. Вот такая сигнификация сегодня. Так, в конце расклада я еще прочитаю гексаграмму, книгу перемен. Я на другом канале делаю Таро расклад, Таро прогноз на неделю, и там тоже гексаграмму на неделю читаю. А сейчас я хочу вот в этом раскладе именно, когда реально вот вы смотрите видео, и белая полоса перед вами. Обязательно. Мы ее даже притягиваем этим раскладом. Я же говорю, я молитвы читаю. Ну, давайте скажу волшебные слова, да. Я читаю обязательно на Ютубе, только на Ютубе. Здесь мои каналы, здесь идет сильная энергия, чтобы эти слова действительно воплотились в радость, в счастье, здоровье, ну и в удачу, и в завершении плохого обязательно. Ну вот и гексаграмму тоже возьму, прочитаю. Вот, что она скажет, хочется послушать. У меня целая колода получается, и вот одну выберем и послушаем, что она скажет. Так, продолжаем, да? Так. Угу. О, 13-й. И 13-й идет аркан, это карта смерти, да, это когда идет трансформация, когда ты отрубаешь от себя все плохое. После туза пентаклей. Шестерка жезлов — это письмо победы. Шестерка жезлов — это письмо победы, известие о победе, известие от каких-то людей, хорошее известие. И ваш выход реально по этому письму на светлый путь. Туз пентаклей, вы берете все свое с собой. И у вас будет обязательно, знаете как вот здесь, раз она выходит перед 13-м арканом, значит вы свой расчет совершили. Либо в скором времени вы что-то, может быть, упустите, может быть, потеряете, может быть, что-то разобьется, может, кто-то что-то украдет у вас. Именно вот это. Не пугайтесь. Ну да, так как карты выходят, это есть. Ну, здесь есть предупреждение, будьте внимательны, да, чтобы там что-то не разбить, что-то не потерять, ну и все такое. Но если все-таки это все равно происходит, значит так надо. Не переживайте, вы как будто бы откупаетесь, чтобы, ну или платите за это, да, чтобы выйти на трансформацию. Потому что не с вами будет проблема, а с какой-то вещью, которую заберут. И вы выходите на 13-й аркан, на аркан перемен. Потому что 13-й он что-то должен забрать. Здесь в данном случае вещь. Ну, туз пентаклей — это деньги, вещи, украшения, что-то такое. Поэтому что-то. Если что, да, если вы не чувствуете, что у вас что-то забрали, заберут, значит, раз туз пентаклей, возьмите, ну, не знаю, копейка, какая у вас валюта, да, что-то железное, вот монету, давайте я скажу монету, да, потому что у всех разная валюта, вот, монетку возьмите, не бумажную, вот именно монетку, и просто вот куда-то, не знаю, на поляну, в поле, ну, чтобы людей либо поменьше было, либо вообще не было, вот как-то так. И открытая местность. Я вижу просто вот вас, открытая местность, вы выходите, поле, поляна. Если это парк, то не под деревьями, чтобы поляна именно была, потому что открытые пути должны быть. Открытые пути, даже если в парке есть полянка, вот хотя бы туда, да, чтобы это была полянка. И через левое плечо выкидываете эту монету. И не смотрите, куда она упала, и уходите от нее. Как будто бы вот вы выкинули через левое плечо. Вот, правой рукой.
правша, левша, вы без разницы, правой рукой через левое плечо. Вы выкидываете, даже слов не надо говорить, молча. И несмотря куда она упала, уходите от нее, просто уходите. Поэтому изначально встаньте к месту или к двери, или там, ну, образно говорю, дверь, да, куда вам надо будет идти, чтобы потом не поворачиваться. Пришли на полянку, ага, мне надо туда вернуться, и встали, через левое плечо кинули и ушли. Все. Это как будто бы откуп будет. Серьезно. Это как будто бы будет откуп. И, кстати, его можно проводить, если что-то, ну, вот такой ритуальчик проводить, да, если вам надо что-то проводить. От чего-то откупиться. Допустим, от болячки какой-то, допустим, не знаю, там, еще от какой-то проблемы. Вот попробуйте, попробуйте, потому что эти 3 всего лишь карты, но они говорят очень сильно. Они говорят очень сильно. Либо сама судьба в письме, да, она сделает такой ритуальчик сама, образно говоря, ритуальчик для судьбы. Судьба, она там, конечно, вершит свое, но может быть и так. И считайте, что вы действительно переходите на эту белую полосу. Так, идет король кубков, приглашение. Сила сильная, сила сильная. Это, знаете, хоть тут и выходит король кубков, но это такое впечатление, что это сила сильная, это вы на троне, это вы на своем месте, это вы, когда вы уже нашли и защиту, и оберег, и какую-то чистку сделали, и восстановили свою родовую карту. Кстати, она у вас очень сильная, родовая карта. Вы ее восстанавливаете. Вот в этой карте идет сила. Вы восстановили родовую карту. Связь, связь. О, ангелы, святые. Кого вы давно не видели очень? Очень давно кого-то вы не видели. Ну реально, тут лет 10 точно. Или может быть год, но он как будто бы за 10 уходит. Кого-то вы очень давно не видели. Эта связь с этим человеком, она была, кстати, сильной. Это может любимый человек, это может быть просто хороший знакомый, очень хороший, да, но эта связь была очень сильной. Или по крови. Какой-то родственник, сестра, брат, что-то такое. Вот. Но давно, реально давно не виделись. И здесь идет в период, когда вы не виделись и мало общались, а может быть даже и поссорились временно, да, у вас прорабатывалось, ну по влюбленным разбитое что-то, сердце, душа, понимание, вообще разбитое что-то в этот период прорабатывалось вот этой вот родовой картой. Такое впечатление, что вы как выпрашиваете что-то. Оно реально прорабатывалось. Косой как будто бы убиралось то, что, ну как сорняки с вашей жизни, как не надо, чтобы было. И по пажу жезлов вы выходите в новое состояние, в новое что-то, вот действительно хорошее. Такое вот. Выходите, а здесь коса. Как действительно проработали что-то. Вот проработали. И да, если это по судьбе, если вам обязательно нужно будет опять встретиться с этим человеком и быть поближе, вы будете. Если это уже все, вам реально не надо, и высшие силы, ангелы ваши видят и будут защищать вас, то да, вы не встретитесь больше так сильно, вот, ну, чтобы так близко. Вы не встретитесь больше. Здесь уже ангелам решать в данном случае. Здесь ангелам решать. Если вы этого человека давно уже вообще нет, да, он на небесах, то здесь опять же ангелы говорят: успокойся, иди своей дорогой. Ты как раз-таки действительно освободила какое-то место даже в своей родовой карте, потому что ты проработала то, что надо было.
А теперь ангел говорит: я всегда с тобой, но желаю тебе самого нормального, самого лучшего. Вот, покажу еще. Вот ангел наверху. Так. Дальше. Дальше сейчас давайте. Так, будильник свой выключаю, потому что опять хотела зазвонить мой будильник. Угу. Так, настраиваюсь. Что еще вы скажете? Что еще вы важное, интересное скажете? Королева кубков. Любовь к вам идет. Необычная и неожиданная, очень неожиданная, как легкий ветерок. Высшие силы посылают, страшный суд лечит ваши раны. Всегда с вами какой-то ангел. Все-таки Ива к вам идет. Почему? Десятка мечей, девятка мечей и... Подожди, рыцарь пентаклей. Подожди, чуть-чуть подожди. Из десятки в девятку ты выходишь, как выздоравливаешь, и начинаешь понимать, что дальше, и окна, свет в твоей жизни действительно начинает светить поярче. А рыцарь пентаклей говорит: подожди, почему Ива? А Ива переходит на другого человека. Пятерка мечей, кто вас обманывал? Или кто-то вам делал закрытые двери? Ну, опять же говорю, образно говоря. Как закрытые двери в каких-то возможностях. Вот это все переходит этому вору, этому человеку, который хотел вам сделать плохо. Ива в данном случае теперь, она наоборот защищать вас начинает. Ну, я по карте именно. Я по карте. Это энергия. Давайте скажу, да, энергия, которая сначала вы как будто бы ива плакучая, где-то, ну, действительно, как будто одиноко, как будто бы и плакать где-то хочется. И в то же время ива — это жизнь. Это древо, это дерево, это родовая карта, это защита вот этими ветками. Она расцветает, она распускает листья, это ива. И здесь действительно после десятки идет девятка, это значит на выздоровление. Подожди немного, скоро ты узнаешь, кто тебе делал плохо, и он получит свое. Потому что в вашу жизнь не надо было вот так вот лезть, внедряться и копаться. Да? И, ну, естественно, делать плохо. Так, ну, значит, Ива здесь все-таки как ваш оберег. Как ваш оберег. Так, дальше. Семерка пентаклей. О, мир, гармония. Мир идет в вашу жизнь, ангелы-хранители вас оберегают. Мужчина у вас рядышком, как на пороге. Отсекаете зло, отсекаете что-то такое, что... Да, кстати, мужчина, который уже не вернется и не придет в вашу жизнь, он... Ну, тут просто коса идет. Здесь он любит, любил или любит. Но любовь в его душе. Десятка кубков на него выходит. Я поэтому и увидела, что вроде бы как жезловый король. Это король огня к вам, да? Но есть коса. Это значит, что человек не вернется к вам, вот мужчина какой-то, но он вас продолжает любить. Где бы он ни был. Он продолжает вас любить. Почему ты не вернешься? Колесо судьбы, потому что судьба закрывает его от вас. Он уже не с вами, у вас другая судьба начинается. Ну, или, знаете, как, может быть, я не совсем правильно выразилась. Судьба-то та же самая, просто вот по первой карте, да, как письмо. Письмо идет на изменение, как будто бы строчки вашей судьбы немножко переписываются. Колесо судьбы.
Значит, не по судьбе этот человек. Как бы он там ни страдал, если он сделал вам плохо, либо, может быть, ушел навсегда и больше его не увидишь, как говорится, да, он вас продолжает любить. Да, я скажу даже на небесах, если того человека нет уже. Вот еще раз скажу. Я реально сегодня в раскладе я вижу у ангелов. Ангел, что бы ты хотел передать, кого я вижу? Ну, я здесь, как я защищаю тебя, видите, с палочкой в руках от крыс. Он говорит, я защищаю тебя. Ты скоро получишь свое, ты как поймаешь свою удачу. Верь в это, и так и будет. Защищает все-таки ангелы вас. Но по судьбе у вас реально другой человек. Не плачьте. Вы не одинокий человек по жизни. Семерка жезлов. Да? А ну, сейчас. Императрица. Справедливость. Это ваше все. И вы реально вот умеете, вы научились действовать, вы научились быть императрицей, вы по жизни человек справедливости, и вот с пятеркой мечей, с этими плохими людьми, плохими ситуациями вы справляетесь, и вы как будто смотрите туда глазами, да, вот своими, вы не отворачиваетесь. Вот. Поэтому ждите перемен уже в самое ближайшее время. Реально. А вот через 5 месяцев вы будете смеяться, радоваться, и вы будете... У вас душа будет дышать. Хотя вот по семерке жезлов вы многое что уже исправляете, и судьба помогает. И судьба помогает. А человек, любовь. Вы на встрече. Вы на встрече своего счастья по колесу судьбы. И да, вы скоро увидите человека, который будет всегда с вами. Нет, вы не одиноки. Нет, влюбленные выходит карта. Вы не одиноки. Ангелы так подсказывают вам через расклад. Вот так вот. Так. Что еще вы расскажете про интересную белую полосу карты? О, троечка мечей вышла. Какой-то груз вы долго несли, может быть, даже кто-то из вас до сих пор какой-то груз на душе несет. Ну, тройка мечей — это разбитое сердце и реально груз на душе. Знаете, я тут вижу еще вы много раз спрашивали себя, а за что мне это? Когда же это закончится? Испытания какие-то. Иерофант. Это проводник высших сил. Но раз иерофант выходит, значит, испытаний не было. Это, вернее, испытания были. Нет, это же иерофант, да. Это как в Библии, да? Испытания были в твоей жизни, но они не были наказанием. Вот что он хочет сказать. Они были твоей тренировкой. И ты прошел ее, прошла, да, если мужчина смотрит это, и для вас расклад. Общая энергия силы. Знаете, что здесь идет? Карта Иерофанта хочет сказать, у вас невероятное достоинство. Невероятное достоинство личности. Высшие силы увидели вашу, да, стойкость.
Ваша награда — это не просто спокойствие. Вот белая полоса, да, хочется спокойствия, потому что реально, за что мне это и когда же это закончится, да, потому что на нервах, ну, по тройке мечей. А Иерофант говорит, а твоя награда не просто спокойствие, это настоящий прорыв. О, колесница, прорыв. Именно, колесница на месте не стоит. Это настоящий такой вот сильный прорыв в те двери, в которые ты стучалась. Очень сильно стучалась. Теперь эти двери открываются сами собой. У меня аж мурашки. И рука что-то. Как будто бы такое ощущение, что аж потной стало. Может, у вас такое иногда бывает? Спонтанно. У меня практически такого не бывает. Но если такая энергия идет, то да. Она вроде нет, но как будто бы. Паж кубков. С мечей на кубке, да? Это когда наконец-то из-под шторки, там, из-под накидки, как еще можно назвать, это может быть и на сцене вот эти вот шторы, как их называют. В общем, вот сцена, да, и кулисы, да, за кулисами. Вот как будто эти кулисы, эти шторы, это что-то, это шторка, это накидка, да, как открывается. Реально открывается. И открывается не потому, что ты ее хочешь сбросить, а она сама. Она как будто бы сама. И вот этот кубок — это как глоток радости для тебя. Начинаем с малого. А в течение 5 месяцев многое будет происходить. А через 5 месяцев вы будете очень много улыбаться. Рядом с человеком, рядом с хорошим человеком. Ваши дороги по Иерофанту, сильные дороги. Тебе больше не надо бороться. А здесь ты приходишь, ты находишь свое. Ты приходишь в то состояние, когда реально хорошо. Хочется танцевать, петь, не знаю, там, съездить куда-то. Тебе больше не нужно бороться. Выживать. Может быть, да, такое у кого-то. Выживать не нужно. Или доказывать всему миру, что я вот такая и так думаю. Не нужно. Ты достойна счастья. Ты достойна счастья твоей дороги под Иерофантом. Достоин счастья. Так, карты. Сейчас. Я что-то еще увидела. Что-то я еще увидела. Ну вот они, вот они. Так и хотела сказать, твои слезы. Но здесь идет волк, луна. И как бы это энергия, с одной стороны, закрытости, таких каких-то темных моментов, но и в то же время это энергия силы. Твои слезы превращаются в энергию силы. То, что ты плакала, о чем ты плакала, о ком ты плакала, ты сильный человек, и эта сила даст тебе следующий день, новый день. Твой дефицит в изобилии, твое одиночество — ага, подождите, еще 2 карты. Так, одиночество, ну есть, но все равно 4 кубков. И 7 мечей. Изобилие идет к тебе. И дефицит, да, вот как я сказала, как будто бы вот твой дефицит в изобилии. Нет, у меня аж рука теперь это зачесалась правая. Изобилие идет, только теперь твои враги получат упадок финансовый. Именно вот финансы вижу, потому что и рука зачесалась. Тут змеи сидят за спиной, а вы светите себе. Свет вперед, чтобы реально разобраться с этим всем, что тебя мучает и что тебя обманывает, или кто тебя обманывал. Твой враг
получит просто вот обратку хорошую. А ты светишь себе, чтобы выйти. Чтобы выйти. Значит, изобилие идет к тебе. А вот по поводу одиночества, ну здесь есть туз жезлов, страсть. Глубокая, искренняя встреча будет у вас. Однозначно. Искренняя, настоящая. Знаете, вот даже хочется сказать по тузу жезлов, что прямо сейчас вы выходите в период, где все будет получаться легко и по праву твоего рождения. Недаром я в самом начале увидела родовую карту. Есть связь какая-то у вас с ними, очень сильная, со своими предками, по родовому стволу, по родовому дереву. И она иногда, да, бывает затухает, ну, как будто бы, знаете, тучи на небе, даже днем и ночью, да, вот, а потом днем и ночью вот оно раскрывается, и видно и луну, и видно и звезды. Это уже ночью отдохнуть, но свет-то есть. По праву твоего рождения. Знаете, что сейчас делаете? Прямо сейчас, на всякий случай. Глубокий вдох. И выдохните все прошлое из себя. Да, и скажите: я принимаю свою белую полосу, я это заслужила. Я принимаю свою белую полосу, да, полосу, и я ее заслужила. Вот. Да, и луна дает свет, и здесь, хоть и 7 мечей, это обман, предательство, боль, разочарование, но со светом, да? Так что хватит плакать. Так, что еще карты скажут? Справедливость, императрица, башня. Ничего себе, 4. И сила 5. 5 старших арканов. Которые говорят, что ого-го, ты реально выходишь из горящего, из какого-то рушащегося пространства. Ты приобретаешь мудрость еще больше, чем она была в тебе. Ты получаешь свою справедливость. И силу. Смотрите. А давайте-ка я вот этой колодой немножко доложу, раз старшие арканы все выходят. Так, сила. Сейчас тебя тоже возьму. Справедливость. Вы выходите из периода обманов, потому что вы наконец-то начинаете понимать, кто и что есть что. Вы действительно находите и получаете по весам, да, чаша весов, свою справедливость, свою правду от каких-то лис, от каких-то нехороших людей. Это они теперь будут страдать, потому что, да, в какой-то период времени они ранили вас. Видите, у нее под лапами птичка. Они вас ранили. И вот, наконец-то, вы находите свою справедливость и получаете подарок от судьбы в свою белую полосу. Давайте по башне. По башне. Ну вот оно, родовое дерево. Реально дерево сильное. Родовая карта. Родовое дерево на башню, да? А башня-то это тоже сила. Это значит, опять же, старое рушится, и то, что рушилось, наконец-то заканчивает рушиться. Потому что дерево растет, дерево сильное, корни сильные. И сила защиты родового древа, она присутствует в вашей жизни. Поэтому здесь идет чистка и вход в новый свой дом. Вот что-то новенькое будет. Может быть, новый дом приобретете себе, да? Не знаю, там земельный участок, либо уедете куда-то, либо вернетесь домой наконец-то.
Но здесь даже вот в общем смысле, да, это ваша жизнь, которая наконец-то начинает цвести. И вот распускаются листики в вашей жизни. По повешенному что? Мужчина в вашу жизнь приходит, и такая подвешенная ситуация, ну, может быть, одиночество, да, или непонимание от каких-то людей, что, мол, вы мудрее, вы умнее, потому что повешенный — это еще и много-много мыслей в голове, которые со всего тела стекают, да, много мыслей, много действительно правильных каких-то пониманий, но вот наконец-то появляется мужчина в вашей жизни. Если мужчина смотрите, значит, а что для вас? Змея. А ну, давайте посмотрим. Так, давайте я для девушек, для женщин посмотрю. Если, в общем, из подвешенного состояния у вас появляется мужчина, у девушек, который действительно вас выведет из подвешенного состояния. Для мужчин змея. А змея почему? Во-первых, это дама треф. Это значит, это хороший смысл или нет? Ну, по десятке бубен и книги, да. Смотрите. Либо вы встретитесь с женщиной, девушкой, да, с которой вы уже знакомы, и вы придете по книге судьбы в какое-то единое целое и понимание, наконец-то, да, если вы ее любите и хотите, чтобы она вернулась. Вот такое может быть, потому что сначала думаешь, что она змея, а оказывается, что она наоборот тебя оберегала, да, как вот дерево, да, жизни, там, не знаю, родовую карту. Или змеи уходят, и листики распускают новую историю твоей жизни. Единственное, что как совет, выбрось все старое из головы. Но дама треф, да, приходит к тебе, потому что это еще и карта дама треф. Поэтому и дама, и мужчина, тут туз червей, это любовь, оно идет в вашу жизнь. Но эта карта вообще интересна. Это значит, вам надо разобраться. Мужчина, если смотрите, разберитесь в своих чувствах внутри, потому что книга судьбы таки переписывается. И не зависайте очень долго в понимании, что все женщины вот такие, как эта змеечка. Вот так. Очень интересно. Неожиданно. Но для кого-то, может быть, важно будет, да? Ладно. Так, карта сила. Карта сила. Карта сила. Ну, здесь цветы. Здесь длинная, хорошая, счастливая жизнь. Это прекрасно, потому что цветы — это все-таки цветы. Это когда цветет, пахнет, живет, да, вот. Ну, может быть, себе цветочки на даче посадите там или под окном где-то, да, и даже если в девятиэтажке, там, не знаю, 16-этажке или даже больше живете, или пятиэтажке. Но здесь, или на подоконнике, да, но здесь сама карта говорит о том, что вы получаете свое счастье сильное и здоровое. Здоровое. Вот так. Так, ну и по императрице давайте посмотрим. По императрице. Ну, а для вас вообще, да, вот что выходит. Интересно. Чисто. Как чистый источник. Источник — это еще любовь, да, любовь. Это новые впечатления, это новые какие-то либо старые, но очень долгожданные дороги. Это встречи у источника какого-то, да. Это рассвет, расцвет. Ну вот как-то так. Это очень интересно, сильно. Слушайте, а вот по вот этой карте, ну это письмо, с которого начали мы, да, только в другой колоде. Вот здесь на дне колоды письмо. Знаете, хочется... Я, наверное, в следующем раскладе сделаю маленький, на всякий случай, такой маленький расклад. Я увидела здесь, как солнце встает.
А есть слова специальные для удачи. Я в следующем маленьком раскладе на мужчину сделаю, а после мужчины сделаю вот этот маленький расклад про солнце. Я думаю, карты подскажут, и я еще поспрашиваю. Может быть, у кого-то вопросы есть по поводу денег, финансов, там, ну и вообще, да, чего-то такого, как рассвет, как солнце. И я проговорю там слова, чтобы вы послушали. Вот так. Так что жизнь ваша переписывается на что-то очень интересное, солнечное и цветущее. Давайте почитаем гексаграмму. Такая вот колода. И почитаем гексаграмму. Давай, расскажи. Такая вот. Так. Смотрите. Созерцание. Странная карта, но здесь есть ответ. Я читаю ее. Странная, очень странная. Но здесь есть ответ. Созерцание, название и название. Когда нельзя выиграть битву, можно попробовать выиграть время. Смотрите, если вам кажется, вот просто по названию, даже сейчас я здесь буду читать, если вам кажется, что ничего не заканчивается, попробуйте просто расслабиться. Потому что время, оно тоже выигрышное для вас должно быть, а не проигрышное. Потому что вы живете, вы не должны его терять. Вы живете, и каждый день должен начинаться с какой-то шутки, может быть, даже, да, с какой-то шутки. Но читаю. Не время управлять ситуацией, пока что она управляет вами. В делах вас ожидают трудности и препятствия. Не противьтесь течению событий. Все попытки изменить ситуацию к лучшему вызовут лишь обратный эффект. Дальше. Сейчас ваша сила в спокойствии и терпении. Возможно, вам придется сменить работу или жилье, но в трудные дни вам окажут неожиданную поддержку какие-то люди. Не отчаивайтесь и помните, что время работает на вас. Ваши желания исполнятся, хотя и не так быстро, как хотелось бы. 5 месяцев я взяла еще изначально в раскладе, вот я увидела 5. Будьте внимательны к происходящему. Наблюдайте, анализируйте, стройте планы. И все это пригодится вам чуть-чуть позднее, когда время ожидания закончится. Слушайте. Карта созерцания, карта белой полосы, она реально идет к вам уже, потому что весь расклад про это сказал. Но, видимо, есть как предупреждение по гексаграмме, что вы именно сейчас можете не поверить во что-то, или разувериться, или опять начать пропускать дни жизни своей из-за своих или чужих навеянных проблем. Карта просто говорит, здесь даже можно так сказать. Тяжело тебе сегодня, вчера, да? Боишься, что завтра так же будет. Меняйся. Возьми в себя вот ваша сила сейчас в спокойствии и терпении. Где-то, да, надо перетерпеть, потому что жизнь, она жизнь. Люди, они люди, но жизнь не стоит на месте. Так ведь? Она должна быть уже сегодня. Я же говорила здесь в раскладе, что она должна быть уже сегодня очень такой вот хорошей, просто с сегодняшнего дня. А реально бывает так, что вроде собрался, вроде бы все, у тебя все, я сегодня весь счастливый, да, и какой-то человек приходит и начинает о своих болячках рассказывать или о том, что еще случилось там, или тебе рот закрывает. Да? Ты что-то говоришь, а ему неинтересно. А почему? Да поймите, ему плохо. Он хочет на вас подлечиться, а не вам сделать плохо и реально сказать, а может быть и вам сделать плохо, но реально сказать, что это у вас все плохо, это неправда.
Это просто он хочет свое перекинуть на вас. Или же нечаянно это все делает. Может, у него болит что-то, может быть, он переживает за свое здоровье, поэтому ему неинтересно сейчас смеяться. Что-то тревожит. Поэтому вот по этой карте это идет больше как гексаграмма, книга перемен. Да, она идет к переменам. Обязательно желание исполнится. Обязательно уже идет выход. И цветы, и правосудие, и башня здесь вышла, когда все рушится. И вот этот фонтан такой красивый, да, многоэтажный, как говорится, целый сад красивых роз. Вот. Но есть предупреждение, чтобы не затянуть переход в эту белую полосу, примите вот это к сведению. Я сразу, когда ее посмотрела, она очень странная. Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы гексаграмма сказала: ой, сколько у тебя там всего уже сейчас, и белая полоса, вот, открывай двери, иди, да? Вот. Но это сильный знак. Это очень сильный знак. Это значит, что высшие силы, это значит, что ангелы ваши, они хотят вам сказать, что нужно изменить рядом с собой, чтобы совсем уже быстро открыть эту белую полосу. Либо она сама даже откроется, и вы туда зайдете. Давайте еще раз прочитаю. И еще кое-что, вот даже если эта гексаграмма вышла, кое-что в вашей жизни происходит и реально вас тревожит, травмирует, может быть, да, и от вас это не зависит, лично от вас. Но это заканчивается, потому что все длится, опять же, вечно не может, но ваша жизнь долго интересна и выходит в хорошее, это однозначно. Поэтому здесь надо уже сегодня принимать себя такой, какая вы есть. В такой ситуации, которая есть, какая бы болезненная и тяжелая она ни была, она ваша жизнь. И вы в этой жизни сильная сила, которая не упадет, которая перешагнет, которая оттолкнет всех этих крыс и лис, да, и выйдет в свое счастье. Но счастье у вас близко. Это однозначно по всему раскладу. Давайте еще раз, да. Не время управлять ситуацией. Ну, в принципе, в начале карты тоже говорили, что дверь не надо. Вот я же говорила, да, видела эту картинку, что вы ломитесь или стучите в дверь. Все, не надо. Там чуть ли не до синяков уже на руке, можно так даже ассоциировать все. Но дверь сама откроется, и она уже открывается. И тут карта тоже это говорит. Не время управлять ситуацией. Пока что она управляет вами. В принципе, это хорошо. Живи и радуйся. Ты под защитой, и у тебя дорожки идут в твое будущее, в нормальное будущее, светлое будущее, белой полосой. Вот, это хорошо, не надо самой пробираться, там пробиваться, а она сама тебе книжечка пишет, да, письмо посылает. И отрезает, вон даже следующее идет, отрезает все плохое, ставит все на место, и звезды меняют свое положение. Ой, ладно, и дальше, там интересные тоже карты. В делах вас ожидают, да, трудности и препятствия, потому что кое-что нужно все-таки поменять. И действительно, может быть, ну давайте дальше читаем. Может, действительно придется переехать, либо что-то еще, но вернетесь обязательно в свое, ну не знаю, на место жительства, да, либо наоборот уедете оттуда, но это тоже опять ваше будет, вот в радость. Так. В делах вас ожидают трудности и препятствия. Не противьтесь течению событий. Видите? Не надо нервничать из-за этих трудностей, препятствий. Не надо. Вы свой пентакль держите в руках, как королева. Поэтому у вас все будет хорошо с финансами, по правосудию 100%. В следующем раскладе посмотрим. Так, все попытки изменить ситуацию к лучшему вызовут лишь обратный эффект. Поэтому в дверь не стучимся. Вот, она сама откроется. Сейчас ваша сила в спокойствии и терпении, потому что нужно быть здоровым. А неспокойствие и нетерпение может сделать вам болячки. Это предупреждение. Реальные. Вы можете заболеть. Так что от ангелов это хорошее предупреждение на сейчас. Значит, они действительно говорят: подожди, сейчас ты терпишь чуть-чуть, но через день
через там чуть-чуть еще через недельку ты уже перешагиваешь порог, который открыт. А если ты будешь нервничать, ты еще хуже себе сделаешь, и ты оттолкнешь тот порог, ту дверь, ту белую полосу подальше, а хочется уже. Видите как? Это говорит, что оно рядом, поэтому нужно реально принять то, что есть в лучшем понимании. В лучшем понимании. Возможно, вам придется сменить работу или жилье. Но в трудные дни вам окажут неожиданную поддержку. Люди точно. Вот будут в вашей жизни хорошие люди. Может, даже и сейчас есть уже. Не отчаивайтесь и помните, что время работает на вас. Видите? Время работает на вас. Но не для того, чтобы вы вот прожили всю жизнь, и потом один день этой белой полосы. Нет, время работает на вас, чтобы у вас еще жизнь была ого-го какой длинной, без разницы, сколько вам лет, а вот чтобы она была длинной. И начиналась уже сегодня в своем личном спокойствии. Я императрица, и я сила, и у меня все будет. Ух, вот это правильно. Кстати, что-то для себя тоже здесь беру, хотя себе нельзя гадать, да? Так, ваши, ну это мне, а там многие делают это. Просто бабушка говорила. Так, что время работает на вас? Ваши желания исполнятся. Ну, может, не завтра, а послезавтра всего лишь, да? Но как хотелось бы, так они исполнятся. Вот как хочется, так оно и будет. Будьте внимательны к происходящему, да, смотрите, что там делается, наблюдайте, анализируйте. Именно сегодня уже можете начать строить планы на ближайший период, в промежутке вот этих 5 месяцев, да. И все это пригодится вам чуть-чуть позднее, когда время наконец откроет вам дверь, ожидание закончится, и вы будете идти и радоваться. Вот жить и радоваться. Просто где-то сидеть, отдыхать и радоваться. Вот такой вот расклад. Но это вообще, это гексаграмма сегодня сила. Сила — это предупреждение, значит, предупрежден, значит, значит, все будет. И лисы и змеи тоже уйдут. Вот. Все на сегодня все. Оставайтесь со мной. Счастье вам огромадное, преогромадное. Надеюсь, что важное здесь вы реально для себя взяли. И вам многое-многое откроется уже вот. Уже сейчас, уже сегодня, уже завтра. Еще будем смотреть, еще будем спрашивать обязательно. Ну, потому что здесь еще и настрой идет, здесь еще и энергия хорошая идет. Здесь еще я всегда говорю, чтобы вы выздоравливали обязательно. Ну, а как же без этого? Вот. Так что до следующего видео. Еще увидимся, услышимся, да, на связи. Вот, оставайтесь со мной. И пишите в комментариях, что вы думаете об этом. И, ну, если не трудно, ставьте лайки, если хочется. Все, всего хорошего вам. Все.